Вітаю на своєму каналі всіх закоханих у рослини та квіти. Я Світлана, і ви в моєму саду на Київщині. Сегодня я продолжу тему стиля сада. Про то, какой стиль сада ваш, мы уже рассуждали. А сегодня на примере своем расскажу, какие принципы и приемы я использовала, создавая свой еще совсем молодой 4-летний сад. Что там может вы примените у себя на участке, а если вам ближе сад в природном или каком-то другом стиле, всегда одну из зеленых комнат или зеленых зон можно устроить по принципам классического сада. Сейчас смешение стилей довольно частый ландшафтный прием. Первый и самый важный принцип регулярного стиля – это геометрически правильные, четкие формы во всем, математически выверенные, клумбы, топиарные формы правильные, различные зоны отдыха, дорожки, газоны, водоемы – все математически вычислено. Я все клумбы делала правильные фигуры из геометрии. Вы, возможно, и не обращали на это внимания, но это так. Большой розовый круг, например, это окружность радиусом 5,5 метров. Маленькая круглая розовая клумба возле входа в дом имеет диаметр 4,5 метра. Размеры я вычисляла, прочерчивая на плане свободные зеленые зоны, дорожки. От этого я отталкивалась по своим расчетам и размерам. И в дальнейшем разбивала все на части, разбивала, как высадить розы. Для роз это был правильный треугольник со стороной 50 сантиметров. Так звучит, в общем. На самом деле все не так и сложно было планировать, очень даже интересно. Для посадки своих хвойных вдоль дорожек по кругу, опять же, прочерчивался круг уже большего диаметра с учетом ширины дорожек. Я считала расстояние при разметке для высадки хвойных своих в зависимости от размера кроны взрослого растения. То, что я выбрала, какие растения. Часто вы спрашивали, с каким расстоянием посажены те или иные хвойные или гортензии. Это зависит от того, какого эффекта вы хотите достигнуть. Плотной группы или изгороди, или полупрозрачная зона должна быть. От этого и пляшет расстояние между растениями. Посадки всех своих хвойных я не спонтанно делала, а строго по расчерченным линиям вдоль дорожек, вдоль клумб, по полуокружностям, по квадратам, прямоугольникам. Все ровно. Вы просто не присматривались и не обращали на это внимания. Во всяком случае, я придерживалась таких принципов. Одна новая зона у меня возле Хупси обрамлена бордюрной лентой волниста. Решила я для себя такой эксперимент сделать, но я хожу, смотрю сейчас зимой и решила, нет, я ее весной сделаю все-таки правильной. Ровную линию сделаю вдоль забора, и так растения уже не буду пересаживать, а те, что новые буду туда добавлять, уже будет по принципу регулярного сада. Мне так глазу приятней, комфортней как-то находиться в своем саду. Все цветущие кустарники у меня, гортензии, рододендроны, пионы, посажены по ровным линиям вдоль дорожек. И на таком расстоянии, чтобы можно было, не заходя далеко на клумбу, наклониться и понюхать их аромат или потрогать цветок, полюбоваться, наклониться. Мои топиарные формы из туй – это правильные пирамиды и конусы. Из смарагда есть видео, как я
показываю их формировку, можно посмотреть. В регулярных садах очень часто используют форму растений шар или куб. Правильные формы. В регулярном саду все формы должны быть правильные. У меня много шарообразных туй. Я вам показывала, когда хвойные свои. Кстати, должна вам там еще одну часть про хвойные. Сейчас погода не располагает поснимать, сделаю. Корректирую и уплотняю форму шаров своих топиарных форм стрижкой 2 раза за сезон. Например, вот у меня туи колумна, они прямоугольниками узкими, но надеюсь, что разрастутся. Пирамидалисы в природной форме хорошую имеют такую, пока я их не формирую. Еще раз хочу сказать, если ваш сад в природном стиле и вам это нравится, он предусматривает посадки как, что и где хочется. Определенный природный хаос. И все эти правила не для вас. Второй не менее интересный принцип у регулярного сада – это живые изгороди, зеленые бордюры, высокие и низкие. Много по всему саду. Они зонируют участки, зонируют дорожки и указывают, что это стиль регулярный. На фотографии вот видно, что можно даже в малюсеньком саду на 1 сотке сделать кусочек в регулярном стиле. Из растений, которые вы выберете, хвойные или лиственные кустарники, выстригаются ровной геометрической формы изгороди. Тут важно, чтобы по высоте все вершины были в одной аллее одинаковые, то есть по всему участку перепады допускаются изгороди, но в одной аллее, или выстригать квадратами выше, ниже, если у вас посадки разновозрастные, то есть кустик один молодой, один постарше, можно такую изгородь делать. Вообще регулярный стиль не предполагает перепада высот. Например, если одну тую малюсенькую купили, другая была 3-метровая, еще одна 2-метровая, посадили все рядом и ждете, пока они нарастут, чтобы все их на 1,5 метра хотя бы выровнять. Лучше в таком случае и не заморачиваться с такой живой изгородью. Высаживайте рядом или все маленькие, или все большие. Все мои аллейные посадки и изгороди вы видели уже неоднократно. Я вам показывала и аллею из кипарисовика Ивоны, были посажены маленькими в одном возрасте. Зеленый бордюр из начеренкованной мной же ивы Хакура Нишики. Спрашивали, как из одной веточки получается бордюр. Весной надо состригать почти на 0, на 2-3 почки, и из всех спящих почек, из всех, которые остались, в разные стороны пойдут веточки, и их еще раз застригать года за 2. Бордюр из ивы Хакуры Нишики у вас получится такой же, как этот. Нарастает она очень быстро, неприхотливая ива. У меня еще есть изгороди шарообразной туи западной Мириам. Это такая в желтых оттенках шарообразная туя. Посажены глобозы бордюром будут высоким. Ну, все хвойные еще нарастают. Постепенно сомкнутся эти шарики, и тогда можно будет или полукруглый бордюр делать, или квадрат вверх выстригать. Вообще все изгороди по принципу регулярного сада строго геометрические формы имеют. Прямо заморачивается. Вот английские сады, если посмотреть, там с этими изгородями заморачиваются, вымеряют прямо все четенько. Грани все вымеряют. Смотрела, как стригут эти изгороди. Ну, довольно интересное занятие, я вам скажу. И красиво, стильно смотрится сад, конечно, с бордюрами, с живыми изгородями. У меня еще бордюрами посажена садовая гвоздика, я вам показывала, и петуньями. Я как бы подчеркиваю, как подводка у клумб. Бордюр из петуний, ну, это однолетние растения, можно какие-то многолетние посадить. Но не сильно развесистые, допустим, бордюр
И из лаванды можно сделать, но они большие кусты разрастаются. Бордюр сильно широкий, большой, быть не должен. Если решите цветами делать бордюры, то самый эффектный бордюр цветов в одном цвете. Допустим, петунии не разноцветные, а одного цвета. Допустим, в прошлом году у меня был бордюр из петунии цвета бургунди. В этом году другой цвет я купила. И так методом проб выведу, какой мне больше нравится. Белый бордюр идеально и подходит под любые цветы. Если вы решите сделать живую изгородь из роз, тоже она эффектно смотрится. Выбирайте один невысокий, желательно флорибунда. И сажайте не менее 3, 5, 7 кустов, чтобы они вам визуально создали одну линию. Но опять же, почвопокровные сильно разрастаются. Это уже будет не бордюр, а огромная живая изгородь. Из чайно-гибридных, если роз решите бордюр или изгородь делать, даже правильнее сказать изгородь, то их надо намного больше сажать и не ровненько по линии, а немножко в шахматном порядке, чтобы они объем создавали. Часто у чайно-гибридных роз ноги такие голые получаются, и бордюр будет не очень эффектно смотреться, скажем так. У меня есть задумка из роз живую изгородь, но места уже мало. Подумаю, оставила немножко для хвойных и для рододендронов, пока вакантные места. Но хочется красиво очень из роз живая изгородь. В английских садах часто из роз сажают. Ну и третий принцип. Третий принцип очень интересный. Обращали вы или нет внимания в моем саду. Симметрия во всем. И обязательно центральная ось симметрии в саду по участку. Ось симметрии должна прокладываться перпендикулярно фасаду дома. Вы часто видели такие фотографии. К дому идет прямая широкая дорожка, и вдоль нее с обоих сторон одинаковые растения посажены. У нас дом в глубине участка, и мне не составило труда определиться с осью. Единственное, я решила не ровно по центру, потому что у нас вход в дом смещен немножко влево, и дорожку ориентировала на вход в дом. Но решила не упрощать задачу, одну ровную прямую дорожку, а решила ее пересечь с кругом. Круг роз, и там планируется круглый большой газон. Кстати, про газоны правильная форма — это тоже один из принципов, скажу вам. Так вот, моя ось симметрии — это центральная дорожка к дому, пересекающаяся немножко с кругом. Ну так даже интереснее. Симметричные мои посадки начинаются с перекрестка. Вы видели, высажены строго в зеркальной симметрии гортензии Vanilla Fraise Silver Dollar. Лилии махровые посажены строго симметрично, но разных сортов. Немножко я обыграла. Хочу еще добавить несколько сортов, тоже махровых, сбоку за ивой хакура нишики, чтобы она немножко их прикрывала, а цветы как бы поднимались над изгородью живой, невысокой из хакура нишики. Видите, как интересно вообще создавать сад в регулярном стиле. Тут должно такая работать образное мышление, рисовать свой сад красивый. А вот, кстати, изгородь из хакура нишики симметрично вдоль дорожки как бы удлиняют дорожку. Видите, прямая линия, и она строго к дому и удлиняется, подчеркивается. Еще в этом же принципе посажены две розы Шнейвальцер плетистые. Они высокие, крепкие кламберы и не будут разваливаться, а будут строго вертикали. Кстати, эти розы еще и другой принцип регулярного сада подчеркивают. Дальше расскажу вам.
Штамбовые гортензии у меня посажены зеркально, слева, справа, и повторяют одна другую. Правда, сорта разные, но можно строго одинаковыми сортами, тогда будет прям строгая регулярная дорожка. У меня немножко принцип варьируется, скажем так. Следующий принцип тоже очень интересный, четвертый, ритм в саду. Я за него вам уже рассказывала. Что это такое, сейчас объясню. Все растения в саду посажены не хаотично. То есть не то, что увидели в питомнике красивенькое, захотелось купить, а потом бегаешь по саду и думаешь, где бы вот эту хорошенькую маленькую на штамбе посадить. Все растения должны повторяться и с определенным ритмом высаживаться. Ритм предполагает, когда вы шагаете по дорожке, проходите, повторяться. Это на подсознательном уровне, как правильно сказать, психологи говорят, успокаивает и настраивает на созерцание, на любование. То есть глаза не хаотично бегают от одного к другому. А тут зеленый, а тут голубой, а тут желтый, а тут такое хвойное. А глаза спокойно взирают на растения, и вы шагаете по дорожке, прогуливаетесь. С другой стороны у меня розы посажены. Розы разбавляют однотонность, скажем так, посадок. И когда идешь, с одной стороны ритм, а с другой стороны маленький розовый хаос. У меня все кусты гортензии посажены по этому принципу ритма. Рододендроны с одинаковым расстоянием вдоль дорожек. Ритм в посадке роз. Все расстояния между розами одинаковые. Ну, хотя они сплетаются, там не так и видно, но ритм есть. На клумбе с пирамидалисами высажены в шахматном порядке полярный медведь гортензия и ванила фрейс. Немножко сзади пирамидалисов. Они высажены строго по дуге, немножко больше, повторяют розовый круг с одинаковым расстоянием между туй. Даже молодые черенки прошлого зимнего черенкования высажены в аллею двумя рядами и тоже в шахматном порядке. Весной посмотрю, уберу оттуда маленькие ванила фройс и еще там что-то попало, и оставлю одни полярные медведи. Будет изгородь из одного сорта гортензий двумя рядами. Пинисетум и рододендроны в другой зоне сада высажены в ритме, если вы обращали внимание. Даже 3 деревца магнолии, одна цветет у меня, 2 еще маленьких, они тоже высажены на одинаковом расстоянии по большому полукругу вдоль древовидных гортензий. Будут возвышаться над ними и цвести. Представьте, как это будет красиво. Но думаю, этот принцип простой и понятный. Следующий принцип – это рамка картины. То есть симметрично посаженные вертикали из растений, которые заключают в рамку картину вашего сада, определенную зону или переход между зелеными комнатами. У нас рамка картины, ну это в кавычках, симметрично посаженные туи у входа в дом. 2 туи смарагд. Я их, кстати, весной буду оформлять пирамидами. Вначале стригла морковками такими, но хочется строгих линий. Они уже немножко подросли у меня, будут тоже пирамиды. То есть, если на дом смотреть издали, он как бы обрамлен в 2 хвойные вертикали. И если с крыльца в сад смотреть, получается сад в зеленой рамке. Подчеркивается. Еще принцип рамки – это те плетистые розы Кламбер, Шниевальцер вдоль главной дорожки. Растут строго вертикально, я их не наклоняю, а хочу, чтобы они мне выгнали вертикаль. Ну, это довольно объемная роза, хотя она нравится не всем, судя по вашим комментариям. Немножко прогадала, что зимой эта вертикаль как бы не очень красиво смотрится под укрытием. Подумаю, может быть, как-то тут определюсь
и 2 хвойных дерева каких-то посажу с розами. Ну, тут еще подумаю, не хватает мне вечно зеленой вертикали, скажем так. Поэтому для рамки выбирайте хвойные растения или лиственные. Высокие надо обязательно, с красивой формой кроны, чтобы в зимнее время эта часть была привлекательна. Кстати, при регулярном стиле, сильно близко к дому, ну и вообще близко к дому не надо сажать высокие растения, а вдоль дома должна быть ажурная клумба какая-то, как кружево, обрамляет дом. Это один тоже из принципов маленьких. Шестой принцип – это терраса. Стоя на террасе, можно окинуть весь сад взглядом. Терраса должна быть немножко приподнята, ну или балкон, если у вас есть. Если нету, высокое крыльцо. То есть должна быть панорама на сад. Поэтому я и террасу решила строго симметрично с 2 сторон от крыльца делать и одинаковая по размеру. Ну, немножко там на 20 сантиметров одна часть шире получилась. И действительно, стоишь на террасе и смотришь на сад, это очень красиво. На розовый круг, на растения обводишь взглядом, прям очень хорошая идея с террасами. Взгляд на сад с террасы. Красиво. Так, маленький 7-й принцип – это газон правильной геометрической формы. В природном стиле предполагаются газоны, где место осталось и как получается. А в регулярном стиле правильные формы должны быть. Квадрат, прямоугольник или круг. У нас главный газон будет круглый. Надеюсь, в этом году мы решим эту проблему в саду. Будем газон сеять. Ну, все еще впереди. Время покажет, как. Хочется газон зеленый. Это как лист бумаги прямо. Так, некоторые принципы регулярного сада я не использовала еще. Ну, сад молодой, еще можно как поиграть где. Или совсем отказалась. От чего я отказалась? Например, от водоема. В регулярном стиле должен быть прямоугольный водоем, как зеркальное отражение сада. Вы часто видели такие прямоугольные, как озерца. Ну, я отказалась из-за отсутствия мест. Маленький делать это нелепо смотрится. Вообще, если у вас в саду места достаточно для большого красивого пруда, ну, если в регулярном стиле прямоугольного, если в природном любой формы, так вот, если места достаточно, делайте. Если места мало, от маленькой лужицы где-то вдоль забора лучше отказаться. Оно так нелепо смотрится. Видела такие сады, то это просто как-то режет глаз, и какая-то болотистая лужица, маленький водоем труднее содержать в чистоте и в таком красивом виде, чем большой, как ни парадоксально. Большой водоем проще. У меня был огромный аквариум, когда мы жили в квартире, то я с водоемами уж знаю как. И с водой, и с фильтрами, и со всеми, с рыбами, с этими. Ну, в общем, пока я от водоема отказалась. Пока не вижу я ни бассейна, ни водоема на нашем участке, но время покажет. Еще такие принципы, как скульптуры и фонтаны. Тут надо оценить разумно, что и где делать. У нас эта тема еще открыта, потому что дорожки как бы нам вначале надо доделать перед скульптурами. Вы сами понимаете, что сейчас пока не до скульптур. Фонтан мне хочется, и фонтан, наверное, будет. Вот такие принципы регулярного стиля я применила. Возможно, мои задумки кому-то понравились, и вы возьмете что-то себе на заметку. Или еще лучше, придумайте свою какую-то уникальную садовую историю и нарисуйте ее цветами и растениями. Вы, наверное, на мой сад сейчас смотрите другими глазами. А раньше сад, да и сад, что в нем такого, да?
Думаю, я вас заинтересовала регулярным стилем сада. Можно его и совсем маленьким делать, но он будет ваш, стильный и запоминающийся. В одном из следующих видео я расскажу про принципы удобства устройства дорожек и зеленых комнат в саду. Там тоже интересно. Увидимся в моем саду совсем скоро. Всего хорошего.